Всем привет, меня зовут Татьяна. В этом видео мы выкроем и сошьем подкладку для шапочки. В первой части мастер-класса мы связали основу шапочки. Во второй части связали двойные ушки с завязками. Ссылочки на эти мастер-классы оставлю под видео. В качестве подкладочной ткани буду использовать флис, так как шапочка у меня зимняя, но можно также использовать трикотажную ткань различной плотности в зависимости от сезонности вашей шапочки. Я постирала и высушила шапочку. Теперь приступаем к раскрою подкладки. Высота шапочки у меня получилась 22,5 см. Высота внутреннего отворота 3 см. Из высоты шапочки 22,5 см вычтем высоту отворота 3 см. Получается, высота подкладки равна 19,5 см плюс 1 см на припуске шва, то есть по 0,5 с каждой стороны. Значит, высоту нам нужно отмерить 20,5 см. Далее к обхвату головы 54 прибавим также 1 см на припуске швов по 0,5 с каждой стороны. Получается, в ширину нужно отмерить 55 см. Итак, я подготовила отрез шириной 55 см и высотой 20,5 см. Складываем отрез на 3 равные части. До убавок высота шапочки у меня составляет 17 см, минус 3 см внутреннего отворота. Получается 14 см. Прибавляем 1 см на припуск шва и свободу облегания. Получается, прямая часть шапочки составит 15 см. Отмеряем 15 см в высоту. На верхней части отмечаем центр. И прочерчиваем плавные линии от боковых меток до центральной верхней метки. Можно также нарисовать линии, наложив шапочку на ткань и обвести. Вырезаем по нарисованным линиям. Можно сначала отрезать уголочек с одной стороны, сложить ткань еще раз пополам и отрезать симметрично первой линией. Вот такая заготовка получается. Складываем деталь лицевой стороной вовнутрь. Далее будем стачивать задний средний шов. Оставлю в шве открытое место для выворачивания шапочки, примерно 7 см. Я буду прокладывать швы на швейной машине, но можно швы выполнять и вручную. Отступлю 5 мм от края, делаю закрепку и прокладываю строчку. Возле метки останавливаюсь, делаю закрепку и возобновляю строчку от следующей метки, также сделав закрепку. Продолжаем. Припуски швов в изделиях из флиса можно не обрабатывать, так как срезы этой ткани не сыпятся. Срезаем свободные нити. Продолжу строчку до средней метки верха шапочки. Можно проложить сразу единый шов, но мне так удобнее. Стачиваем. Не забываем делать закрепки в начале и в конце строчки. До средней метки верха шапочки. Далее к вершине шва прикалываем серединку оставшейся дуги. Стачиваем вторую сторону скругления точно до центра вершины. Точно до центра вершины. И стачиваем третью сторону скругления. Начинаю строчку точно шов в шов и до начала скругления. Вот такая макушечка из 3 секторов получается. Чтобы отворот шапочки в лобовой и затылочной зоне во время носки не смещался, я пришью его потайными стежками, мононитью. Можно пришить нитью в тон пряжи. Стежки буду делать в изнаночных дорожках.
Отворот шапочки отгибаю вверх, отступив от края на 1 см. Подхватываю петельки с двух противоположных сторон и сшиваю между собой. Ниточку каждый раз хорошо закрепляю. И перехожу к следующей изнаночной дорожке. С изнаночной стороны она лицевая. Вновь подхватываю петельки. Оставшиеся нити между закрепочными стежками я потом обрежу. Ниточку закрепляю и сшиваю петли между собой. Опять делаю пару узелочков. Получается вот такой аккуратненький краешек. Продолжаем. Пришили. Нити между закрепочными стежками срезаю. Я пришила внутренний отворот к передней части и задней части шапочки. Пришиваем подкладку к шапочке. Шов подкладки будем совмещать с серединкой задней части шапочки. Складываем подкладку и шапочку лицевой стороной к лицевой стороне, ушки отверну вверх и уберу под подкладку. Совмещаем середину задней части шапочки и шов подкладки. Скалываем булавкой подкладку с отворотом шапочки. Булавочкой также отметила середину переда подкладки. Совмещаю с серединой переда шапочки. Скалываю. Между передней и задней серединками по отвороту у меня остается 12 лицевых дорожек. На подкладке отмечаю середину боковой части, можно это сделать заранее. Отсчитываю с одной и с другой стороны 6 лицевых дорожек и между ними скалываю подкладку с шапочкой. И оставшуюся четвертую часть скалываю между собой, равномерно распределяя. И следующую четвертую часть скалываем. Аналогично скалываем вторую половинку шапочки. Складываем середину переда и середину задней части. Отмечаем середину боковой части подкладки. Отсчитываем на отвороте с одной стороны 6 лицевых дорожек и с другой стороны 6. И между ними скалываем подкладку с шапочкой. Можно еще раз сложить подкладку, совмещая крайние метки. Находим середину. На отвороте 3 лицевых дорожки с одной стороны и с другой стороны. Скалываем. И так далее. Продолжаем. Находим середину. На отвороте 3 лицевых дорожки с одной стороны и с другой стороны. Скалываем. Прокладываем строчку машинную или ручную по всей окружности шапочки, слегка растягивая край. Для удобства я сняла у машины нижний отсек.
Шить я буду трикотажным стежком, мультизигзаг. Можно стачивать также узкой зигзагообразной строчкой с шириной стежка не более 1 мм, а длиной 3-4 мм. Шапочку надела на дополнительный столик и прокладываем строчку по всей окружности. Стачали, выворачиваем через оставленное отверстие. Оставленное отверстие зашьем потайными стежками. Заправляем подкладку в шапочку. На макушке закреплю подкладку с шапочкой. Ниточку с узелком на конце ввела прямо с лицевой стороны через стянутое отверстие. Вывела ниточку внутри шапочки, и узелочек оказался у нас на изнаночной стороне подкладки. Сделаю несколько стежков. Закреплю ниточку. И отрежу. К шапочке прикреплю помпончик. К помпону я присоединила нить в 5 сложений, оставив 2 конца свободными. И при помощи иглы вывожу один конец нити на изнаночную сторону, отступив от серединки ориентировочно на 1,5 см. И также другой конец нити. Нити хорошо подтягиваю и связываю между собой. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Впереди еще много интересного. До скорых встреч!